шапочка, отвечает волк тоненьким голосом. Принесла вам пирожки да горшочек масла. Бабушка лежала в постели, потому что ей немного не здоровилась и крикнула оттуда: «Дерни за веревочку, веревочку, дверь сама и откроется». Волк дернула за веревочку, дверь открылась. Он бросился на старушку и разом проглотил ее, потому что уже больше 3 дней ничего не кушал. Потом он запер дверь, улегся в бабушкину постель и стал подсчитать красную шапочку, которая через некоторое время добрела до бабушкиного домика и постучалась. Тук-тук. «Кто там?» Слышав грубый голос, красная шапочка сперва была испугалась, но, подумав, что, видимо, у бабушки голос осип из-за болезни, отвечала: «Это я, внучка ваша, красная шапочка, принесла вам пирожки да горошек масла». Волк крикнул, как долго мог, тонким голосом: «Дерни за веревочку, дверь сама и откроется». Красная шапочка дернула за веревочку, дверь открылась. Когда девочка вошла, волк закутался хорошенько в одеяло, чтоб она его не узнала, и говорит: «Положи куда-нибудь пирожок да горошек масла, иди, приляг со мной, отдохни, дорогий». Красная шапочка легла рядом и спрашивает: «Бабушка, бабушка, а почему у тебя такие большие руки?» «Это, внучка, чтобы покрепче тебя обнимать». «Бабушка, бабушка, а почему у тебя такие большие уши?» «Это, внучка, чтобы получше тебя слышать». «Бабушка, бабушка, а почему у тебя такие большие глаза?» «Это, внучка, чтобы больше тебя видеть». «Бабушка, бабушка, а почему у тебя такие большие зубы?» «Это чтобы тебя съесть». И с этими словами злой волк бросился на красную шапочку и проглотил ее. Хорошо, что в ту пору в лесу работали дрова